Эфир уже. Привет, привет, всем привет. Так, я ссылочку брошу в группу. На... Да, я здесь. Вот, не пропала, видите, все нормально. Я в стриме, я с вами. Всем привет, привет, кто присоединяется. Я сейчас очень много записала видео. Привет, дорогие подписчики, друзья. Видео записаны, и где-то размещу там, возможно, на каких-то каналах, скажем, там на основном канале, либо есть такой расклад, и он появится на Бусти. У меня так солнышко сюда, и я могу так. Одна сторона темнее, вторая светлее, в общем, непонятно. Ну, как есть, в общем. Кто приходит, пишите, да. Ну, как-то, в общем, не очень, да. Что-то, ну, как есть, блин. Я вчера, что я сделала? Вот солнышко тогда. Вот, может быть, вот так немного. Ну, пусть будет так. Всем привет, привет. Пишите, кто присоединяется, как у вас дела. Я вчера тоже вышла там на основном канале в стрим. Вообще, блин, и почему-то телефон у меня перевернут. Это вообще, конечно. Я, наверное, буду очень долго об этом вспоминать, но я никому об этом не рассказываю. То есть, ну, например, своим там друзьям, это вообще, конечно. Почему-то мне самой лично это было не очень, да, что там экран перевернут. Как можно так перевернуть телефон? Я просто в шоке. Звезда в шоке, можно сказать. Ну, тема не об этом, да. Ну, в принципе, очень много такое мне прислали вопросов, чтобы я там сделала расклады, что касаемо колечек. У Тэхёна и Чунгука последние рекламные фото в красных тонах. Несмотря на то, что компании разные, а концепция одна. Все это заметили. Или заметил тот, в общем, кто постоянно, ну, не то, что там следит или наблюдает, а вообще живет жизнью группы BTS, скажем, да. Всем привет-привет, кто присоединяется, пишите. Вот, это предложение парней выбрать именно этот цвет. Вопрос такой к Таро задают. Они обсуждали это или это чистая случайность и совпадение. Пишите, вот хотели бы вы получить ответы на эти вопросы? Пирсинг Тэхёна не случайно выбран для фото? Видели у Тэхёна пирсинг? Ну и как бы много такого видела, пишут, это настоящий или муляж, в общем. Что этим хотел сказать нам Тэхён, в общем, своим пирсингом? Ну и вообще парни, конечно, что касается концепции одной. Ну и тема колечек. Вот все эти вопросы я, конечно, сделаю глубокий такой расклад. Вот, я-то вышла, в принципе, в стрим не поэтому. Просто я там прочитала несколько сообщений, которые мне пишут, и думаю, ну хорошо. А я сейчас просто работала, записывала, да, видео. Я думаю, у меня есть там времени, там минут несколько, да, 10, там 15, не знаю. И думаю, ну выйду, блин, тогда ладно уж, пообщаемся по поводу этого, да. И вы видели лайв Чунгука, и Чунгук почти не снимает, ну не только лайв, да, и один лайв, и другой лайв, и третий лайв, и куча лайфов, где Чунгук не снимает кольца. И на него это не похоже. Раньше он надевал украшения только на сцене. И говорят, он очень громкий. Что он желает этим сказать? Вот этими колечками, да. Ну и, в принципе, колечки похожи. Естественно, я разобрала, что касаемо этих колечек, и я сделаю расклад, такой более глубокий расклад, что касаемо колечек. Этот расклад будет на Бусти, так что кто не подписался на Бусти, подписывайтесь. Ну и в телегу брошу какие-то короткие заметки, что касаемо расклада. Как всегда я делаю, в общем. Вот. Совпадение или не совпадение, что касаемо колечек. Вы, кстати, всем привет-привет, кто присоединился. Ставьте пальчики, не забывайте за пальчики. И потом пишите, как вас хотя бы зовут, там, представьтесь, да, кто пришел. Смотрят многие, ну, в общем, пока не пишут, кто пришел.
Вот, и колечки-то одинаковые. Ну, что я разбирала, да? Сейчас посмотрю свои записки. У меня есть, ну, небольшая такая будет заметка, что касаемо логический разбор, скажем, именно этих колечек. Ага, сейчас я зайду в свои записи, а вы как раз можете поздороваться, написать приветствие, да, поздороваться и написать, как у вас дела. И кто пришел, кстати. А я как раз посмотрю свои записи. Попью водички, кстати. Да, почему я вышла? Я сейчас прочитала, мне там в группе написали сообщение, вот, девчонки, спасибо, что вы общаетесь и высказываете свое мнение. И мы недавно разбирали Винтера и Чунгук, да, Винтер, Чунгук, в общем, эти шорты зеленого цвета и тапки. И, в принципе, вот как бы написали в чате, что про шорты я не знаю, а вот резиновые шлепки носит половина Кореи, такие шлепки, да, причем зимой и летом. И корейцы почему-то именно эту обувь берут на размеры больше. Я согласна, но у Винтера она просто, знаете, в 2 раза больше. И, естественно, похожи. Если бы не были тапки похожи, грубо говоря, давайте так, то, в принципе, об этом никто и не говорил бы. Вот как мы сейчас говорим о кольцах, да? И всегда удивляюсь, как ребята репетировали хореографию в таких лаптях. Ну, в принципе, да, и постоянно их теряли, понятное дело. Все притянуто за уши, для меня и шорты ни о чем таком романтично связующем не говорят. В принципе, если разбираться в этом, да, и говорить там и о Тайкук, в общем, точно так же можно сказать, что все притянуто за уши, и романтики никакой нет, и романтично связующим. Но мы, кстати, сделали расклад на Винтера и Чингука, и он на Бусти, так что подписывайтесь на Бусти, приходите, смотрите. Кто не поставил пальчики, ставьте пальчики. Вот. А также пишите, как у вас дела. Дальше. Но спасибо, вы высказали свою точку зрения, и я вам благодарна. То есть вы четко считаете, что в этих совпадениях нет романтично связующего вообще ничего, и все за уши притянуто. И спасибо вам огромное, что вы вот получив от меня контент, получив от меня расклад, вы высказали свое мнение. Я очень вам благодарна. И побольше бы таких высказываний, побольше бы общались, например, да, что касаемо этих разборов. И, в принципе, интересно послушать вот ваше мнение было, да. Так вот, по поводу колечек. Я нашла свою писюльку, пока с вами общалась. И я нашла эти колечки, да, похожие, в принципе, их бренды. И если сравнить, то получается следующее. Размеры кольца, даже размеры там одинаковые, в принципе, да, при детальном рассмотрении. Материал, в общем, да, где-то пишут, что там либо белое золото, либо желтое. То есть одно кольцо, допустим, там белое, естественно, фотографии разные, там свет падает по-разному. И может быть оно там золотое кольцо, а может показывать, что оно там, ну, золотые кольца, и то, и то. Но, в принципе, белое же золото есть и желтое золото. И, в принципе, говорят, привет, привет, Надежда, Ирина, привет, привет. И, в принципе, говорят, что, например, одно кольцо там желтое, а одно кольцо белое. Возможно, да, и свет так падает, в принципе.
и мы не видим четко, да, у кого там желтое, у кого белое, но колечки похожи, реально похожи. И бусинки, да, в бусинках там бриллиантики, расположены одинаково. То есть это не просто, я говорю, что я прогнала его, так сказать, да, через, в общем, нужную платформу, да, и посмотрела, есть ли схожесть, в общем, ну, платформу, что я сказала, вот, программу, в общем, и посмотрела, есть ли схожесть. Реально есть. Эля, очень рада вас слышать и видеть. Успела, Надежда. Ну, я ненадолго. Спасибо вам, что пришли. Вот, и спасибо вам за поддержку. Вот камушки тоже похожи, кстати. Грань, ну, там вот гладкие, граненые. В общем, к примеру, да, вот эти камешки, которые там, ну, бриллиантики, да, очень похожи. И именно на руках колечко, на обеих руках, реально вышли, ну, реально похожи, да. Это не просто совпадение, а реально кольца похожи, понимаете, да? Вот. Ну и в принципе я, конечно, у блогеров тоже вижу, что пишут уже какой бренд, в общем, что означают эти кольца. Но я не хочу навязывать вам это мнение, потому что это будет чисто высказывание, там, ну, например, оно не объективное, потому что на самом деле от парней не было, скажем, никаких конкретных, ну, например, никакой конкретной информации, что это за кольца. Ну, например, какого они бренда, они об этом не пишут нигде, не говорят, поэтому, естественно, я не могу об этом рассказывать, делать какие-то предположения, да, что, допустим, возможно, это такой бренд. Если честно, у меня вот, например, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, я могу, наверное, 9 или 10 брендов. Поэтому, понимаете, о чем я могу говорить? А возможно, этот бренд, а возможно, этот бренд. Нет, я не могу так сказать, понимаете. Но кольца реально похожи, это безусловно. Ну, в принципе, знаете, как можно сказать, они не массовые. Хотя, например, я видела, много у блогеров писали по поводу колечек, так сколько времени, по поводу колечек много писали, что эти кольца любят носить и айдолы, и там парочки, ну, типа, в общем, там подтвердить, типа колечки подтверждение там чего-либо, да, вот, например, каких-то намерений, возможно, среди айдолов, там, дружбы, общения, там, в общем, в этом ключе. Это я тоже очень много видела от блога. В принципе, сейчас интернет этим завален, да, куча информации, реально куча информации по поводу этих колец. И, в принципе, каждый блогер, он высказывает свою точку зрения, свой взгляд, проводит какие-то анализы. Но хочу ну, как бы обобщенно сказать, что я вам скажу, очень я в совпадение вообще реально не верю, да. То, что кольца реально добрый вечер, привет, привет. То, что, например, реально кольца похожи, ну, безусловно. И ребята, извините меня, они уже, в общем, это же не мальчики, которым там по 17, по 20 лет, и они бы там играли в игры там с фанатами, да, и показывали эти кольца. Пальчики забыли, ставьте пальчики. А здесь реально, ну, в общем, я думаю, они желают там что-то сказать и говорят, да. И говорят-то они, извините меня, они пришли с армии, они очень много нам чего говорят. Просто кто-то это видит, кто-то это слышит, кто-то это не желает видеть и не желает слышать. В общем, дело каждого, да. Но так как я все-таки старо, понимаете, то, в принципе, вот просто буду смотреть сейчас на кольца и достану карту. И все. Вот. Так. Вот. Что интересно, в своем лайфе Чунгук, да, он прям демонстративно. Так смотрите как.
Ну, понятно, что они постоянно там спойлерят, да, то есть, например, там Чонгук может давать какую-то нам информацию заранее, там, что будет у Тэхёна. И также Тэхён может, что касаемо Чонгука, тоже что-то давать, да. И, например, вот даже расположение рук на лаве у Чонгука, то есть похоже, допустим, в клипе, в рекламном клипе у Тэхёна. То есть, понимаете, когда? То есть реально Чонгук там показал, что у Тэхёна что-то будет. Понимаете, да? Так, а я старо и достану просто, ну, я сделаю, в любом случае я сделаю расклад, потому что вопросы я вам зачитала в начале, они получены, и я завтра сделаю. Я просто к тому, что вы не переживаете, в общем, да. А до этого я очень много записала сейчас контента, и я повторюсь, что-то будет на основном канале, а что-то, в общем, на Бусти, а также какие-то разборы, короткие заметки в Телеграм-канале. Если кто не подписывал, если кто не подписался, подписывайтесь. В общем, так, смотрю на колечки и давайте вопрос. А вы, кстати, можете написать вопрос. Какой задать вопрос? Кольца похожие, ну, блесните, так сказать. В общем, напишите в сообщении, какой вопрос, кстати, задать, что касаемо колечек. Ай, водичку попью. Ай. Так, жду от вас вопросы. Ладно, у меня времени нет, поэтому я спрашиваю по поводу колечек и все. Я вижу, вы не пишете, что касаемо колечек. Так, колечки. У Тэхёна и Чонгука колечки. Так, давайте спросим. Просто одинаковые ли колечки? Одинаковые ли колечки? Вышла 8 кубков. Кольца разные. Вот так. Блин, я расстроена. Так. Да ладно, кольца разные. Так. Но я все равно сделаю расклад и посмотрю. Так. Да, кольца разные. Так, возможно ли, что в Вигу поженились в Америке? 2 кубков. Это прям тема колец. Блин! И смотрите, здесь 2 сердечка, прям 2 колечка. Ой, прошу прощения. Любовь, взаимность. Блин, карта такая вообще, 2. Чаша, она прям четко говорит, что кольца, блин, одинаковые. Королева Пентакли – это просто тема колец. Пентакли, карта материальная. Это 100 пудов тема колец. Вот, тема колец. Но 8 вообще-то, конечно, карта чувства, очень хорошая карта. Карта связана какой-то жизненной ситуацией, в общем, да. Карта поддержки реальной, можно сказать, от окружения. Это, например, знаете как, я же смотрю сейчас на это фото, да, которое у меня фото. Я вам, не знаю, покажу его, это фото. Ну, в принципе, все видели эти кольца. Что мне показывать эти кольца? Все же видели эти кольца, да? А, 8 кубков – это реально карта поддержки, да? Карта поддержки, второе дыхание, что касаемо взаимоотношений. Но в этой карте, знаете,
Может быть, вот если мы смотрим на фотографию, и мы ранее сказали о том, что Чонгук намекнул о том, что будет у Тэхёна какой-то контент, да, вот что касаемо фильма, видео, реклама, да, и, возможно, карта об этом, да, поддержал и показал, карта намека своего рода, восьмерка кубков, да. Но в этой карте, знаете, можно сказать, что ну, вообще карта ухода от чего-либо, восьмерка чаш. Это что-то поменять, пересмотреть, в общем, да, карта переосмысления, что-то улучшить, понимаете, это карта надежды на будущее. Карта просто буквально перемещения с одного пространства в другое, может быть, восьмерка чаш об этом говорит, да, то есть если человека что-то стесняло в какой-то данной ситуации, то он что-то меняет в жизни и уходит к чему-то лучшему, ну, например, и в тему одинаковые кольца или нет, карта говорит, что не одинаковые кольца, но на пальчиках у них, на руках очень много колец, понимаете, да, и в принципе, ну, мы как бы, я же держу у себя, да, о каком реально кольце я спрашиваю. И карта говорит, да, в общем, что нет, да, вот именно эти кольца, они не одинаковые, понимаете, да, вот так. Хотя вот в самом вопросе, видите, и кольцо вышло, и, в общем, кольцо двоих. Но, возможно, знаете, как я всегда говорю, мы спрашиваем о кольце, да, одинаковые кольца или нет. Но карты могут реально считывать вот фото и их энергетику. И показать то, что, например, сейчас кардинальные изменения, что касаемо их взаимоотношений. Карта будущего, да, и карта пересмотра, возможно, в улучшение, понимаете, да. Карта все стала на свои места, и открывается второе дыхание, в общем, да. И вот по опыту скажу, восьмерка чаш так работает. То есть, например, больше карты считали именно их взаимоотношения чувства, нежели сами кольца, понимаете. Да хрен с ними, пусть они даже не одинаковые, но карты реально показали, что у них есть связь, в общем, и поддержка друг друга. И все, и больше добавить нечего, понимаете. Не хочу ничего выдумывать. Я вам карты называю, вы можете посмотреть их в интернете. Восьмерка чаш, двойка чаш и королева пентаклей. Понимаете, да? Королева пентаклей, карта материальная, это прям само кольцо, двойка кубков, карта связи, одинаковые кольца или нет, и вот восьмерка чаш. Ну, карты могли показать реально, я вам говорю, вот именно ситуацию их взаимоотношений и общения. Вот такой у нас коротенький лайв. Записала еще, спасибо вам за вопросы. Наконец я добила там этот 4-й блок у меня, что касаемо нашего эмбриончика. Расклад вот после монтажа, ждите, как всегда. И, в общем, мы еще дополнительно на основном канале расклады. Я вас люблю, спасибо вам за поддержку. Если хотите, можете что-то спросить, пока я попью водички, я вам отвечу. Смотрите, Айша написала «Доброй ночи, Эль». У Айши уже ночь. Я просто видела... Не, ну мы же на Винтур и на Чонгука доставали карты, да? И карты нам четко показали картину их общения. Ну, например, что касаемо тапки там и шорты, в принципе, я говорю, и мы же также вегукеры, в общем, тоже очень много там что-то пытаемся найти, в общем, рассмотреть, соединить несоединимое и так далее. В общем, знаете, разобрать на молекулы что-то, проанализировать и так далее. И как раз я закончила записывать и думаю, ну, блин, ладно, сейчас выйду, но... Это не то, что я хочу сказать, например, что вы там не правы, у вас своя точка зрения, да, и вы говорите, что
все притянуто за уши, да, что касаемо их там взаимоотношений. Ну, и я вам же видео в телегу сбросила, да, видели коротенькие шортики, да? Общаются ли, ну, к примеру, вы такие вопросы присылаете, общаются ли там Карина и Винтур там с парнями, с Тэхёном Шингуком. Ну, вы сами видели видео, да, что здесь сказать. Конечно, общаются, да. Там Намджун видео видели, напротив как раз Винтур сидел, да. То есть они реально общаются, естественно, они все с друг другом, между собой общаются. Это не говорит ни в коем случае о каких-либо там взаимоотношениях, что они там а, тапки одели, да, друг друга, в общем, и так далее. Ну, в общем, каждый фандом, в общем, ну, например, есть реальные почитатели пары Винтур и Чонгук, и они, например, говорят об этом, как и мы, вигукеры, да, мы там говорим о Тэхёне Чонгуке, например, и говорим об этом. Кто-то говорит о другом там пэринге, да, например, сейчас очень много говорят о Чонгуке и Чимине, но полным-полно такого, понимаете, да. Вот мы пытаемся логически в чем-то разобраться, там делаем какие-то анализы, да, визуальные, также с помощью карт-таро, в принципе, нормально все, да, и это нормально. Вот, нет в этом ничего такого. Все, вопросов я вижу, не знаю, может, у меня не видно их, этих вопросов, но я их не вижу, этих вопросов, в общем, от вас. Поэтому время вышло, я вас люблю, спасибо вам за поддержку, спасибо, что пришли. Спасибо за поддержку и всем пока. Ждите расклады. Расклады записала.